Я умная, но отношения строю как дура. Или это звучит еще иногда как я все понимаю, но сделать иначе не могу. Как будто внутреннее эмоциональное состояние человека ведет постоянно наступать на одни и те же грабли, делать одни и те же ошибки в отношениях. Поговорим сегодня про это, расскажу, почему же так происходит, почему наш разум не берет верх над чувствами. Пока подписывайтесь на канал, я психолог Наталья Корнеева, это канал про отношения. Итак, есть такое понятие в психологии, как привязанность. Мне интересно, зрители, большее число вас слышали про это или нет? Потому что за последние годы объяснение проблем в отношениях через разные стили привязанности людей набирает очень сильно обороты. То есть это такое самое современное видение того, как мы строим отношения через наши стили привязанности. Есть всего 3 основных, выделенных оригинальным автором, который изобрел эту теорию, вида привязанности: здоровая нормальная привязанность и привязанность с отклонениями. Это избегающий тип привязанности и тревожный тип привязанности. Ну а дальше, уже развивая, изобрели еще вот такой микс, как тревожно-избегающий или амбивалентный. Про стили привязанности я вам рассказывать здесь подробно не буду. Это очень большая тема, и если вы хотите, вы можете сами ее поресерчить. Но вот смотрите, женщина говорит фразу, с которой я начала это видео. Все понимаю. Ну, например, понимаю, что он плохой. Понимаю, что с ним, вероятно, светлого будущего не будет, но ничего не могу с собой сделать. Раз за разом возвращаюсь к нему. Или он уходит, а потом просится обратно. И я все понимаю, что не надо соглашаться, но раз за разом соглашаюсь. Почему же так происходит и что делать девушке, женщине, которую я описала? А происходит это потому, что описанная мной девушка-женщина не знает, что такое здоровые отношения. Знаете, разумом-то она, может быть, знает, потому что мир сегодня такой большой и открытый, столько информации. Она может видеть примеры здоровых отношений в фильмах, у нее могут быть знакомые со здоровыми отношениями. То есть понимать-то она понимает, что такое хорошо и что такое плохо в отношениях. Но на уровне опыта, на уровне чувств, эмоций она не знает, как это. Она не была в таких отношениях. То есть однозначно у описанной мной девушки в примере есть опыт нездоровых отношений в детстве со своими родителями. Очень часто здесь люди, многие такие будоражатся и говорят: ну что же вы, психологи, отстаньте уже от родителей, все ведете в это детство. Да, вот так вот устроено. Мы рождаемся как чистый лист бумаги, какие на нас мазки нанесли в детстве, близкие, окружение, обстановка в семье. Вот, собственно, такая картина и получается. Конечно, эту картину можно трансформировать, отрихтовать, где-то мазки перекрыть, которые мы не хотим, другими, более приятными, но тем не менее. Из детства мы получаем, знаете, как чемоданчик с приданным, то, как мы умеем строить отношения. Что происходит с этой девушкой? Даже если она выходит из нездоровых отношений на силе воли, это когда я все понимаю, вроде сделать по-другому не могу, эмоции захлестывают и снова втягивают меня в эти нездоровые отношения или неприятные. Но вот я собралась с волей. С подружкой винца попила на кухне вечером. Подружка сказала: ну ты дура, что же ты опять делаешь одни и те же ошибки? И я подумала: все, не буду больше дурой, сделаю правильно. И сделала. И, допустим, перетерпела этап, когда все равно еще тянет, и все, действительно расставание. И вот, например, эта девушка встречает человека, мужчину, который способен на здоровые отношения, который умеет действительно хорошо заботиться в здоровой форме, не спасательством заниматься, не навязывать свой вид помощи и заботы, а правда заботиться по-здоровому, который умеет поддерживать, который умеет ценить отношения, делать комплименты. И что происходит с девушкой, которая не имеет опыта здоровых отношений? Есть такие варианты. Он либо покажется ей скучным, и ей станет не хватать эмоциональных качелей, и она от этого ощущения скуки, потому что привыкла-то она к другому градусу адреналина, драйва и динамики эмоций, она может подумать, что, наверное, это не любовь, наверное, у нас какие-то больше дружеские отношения, я не буду с ним.
Да? То есть она не распознает его любовь здоровую, она не распознает свою здоровую любовь, потому что она привыкла к нездоровой форме отношений. Либо она испугается, потому что в здоровых отношениях близость друг к другу эмоциональная существенно больше, ближе, чем в вот этих нездоровых формах. И тогда ей покажется, что он слишком близко к ней. Она головой опять разумом будет понимать, что ну это хорошо, он же с добром ко мне в эту близость заходит, с любовью. Но внутреннее состояние начнет напрягаться и сжиматься, и она начнет от него отдаляться, не в состоянии с этим справиться. Либо она начнет подозревать, что-то слишком все гладко, наверное, он что-то скрывает. И маниакально высматривать, а не изменяет ли он ей, а не, там, не знаю, не маменькин ли он сынок, а не нравятся ли ему мужчины, а с ним вообще все нормально, почему он такой слишком хороший. И почему очень часто рекомендуют психотерапию для того, чтобы научиться строить здоровые отношения? Потому что как мы строим отношения с противоположным полом, по этой же схеме мы строим отношения вообще с другими людьми. И пройдя длительную психотерапию, человек научается, получает вот этот именно эмоциональный опыт здоровых отношений с психологом. И потом этот опыт переносит в свою жизнь и начинает выбирать уже других людей, отказываться от тех людей, которые не уважают его границы, не считаются с его потребностями, осуждают, обесценивают, критикуют, потому что его планка нормы существенно повышается. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, смело задавайте их в комментариях. Читаю комментарии, стараюсь с вами общаться, отвечать. Ставлю на все прочитанные комментарии сердечки, лайки. Это не значит, что мне все они нравятся, я со всеми согласна. Это значит, что я прочитала ваш комментарий. И до встречи в следующих видео.